Начнем мы с этого самого. Мне просто это интересно. Я приехал, чтобы посмотреть, как оно... Как устроено? Да, как устроена немецкая технология. Ты занимаешься, ты комментируешь, ты снимаешь ролики, тебе не Не, мешает. сейчас этот мотор я буду просто, без комментариев. С комментарием будем уже тот мотор. Хорошо. Красивый. Будем использовать съемник, который, видимо, ваш дедушка Да. вот изготовил для этого мотора. Да, оно фиксирует управляющий. Так, там не было шайб, да? Нет, шайб. Есть. А, есть еще одна, да?
Внизу регулировочная, Внизу, да. коробка регулирования. И одна, вот две. Да, две. Две, видишь? Да, не помню. Да, они разного диаметра. Так, ну что, мотор расколот. Не успели мы включить камеру, так увлеклись. Но еще не снимали, вот до сюда дошли и вспомнили. Так. Так что впервые, сколько там, 75 лет с победы уже. Ну, с победой. Он же раньше собирался. Это уже 80 лет, как его собрали на заводе. А в июне он... Давай мы его немножко вот так будем. Я придержу коленвал. Вполне возможно, что с запчастей. Если там цапа вот эта грязная. О, тут с подшипниками будет весело. У них нету внутренней обоймы. Сам вал и есть внутренняя обойма. Вот как. Вполне возможно, что мы их и оставим, потому что я здесь и выработки не вижу. Вот. Ну, судя по тому, что пока он не мытый, я не наблюдаю люфта. Ну, А мы не прокомментировали такую ситуацию с этим лаком. Открутили болты, а они пахнут лаком. Заводским еще. да, смотри, как будто вчера с завода вал. Даже следов нету. А там два подшипника идет. Два подшипника, да. Один и второй. Тут, Да, я вот... но коленвал все равно надо будет все-таки греха дальше. Ну, а смотри в разрезе, там подшипник тоже не ржавый. Ну, можно вымыть, попробовать. В принципе, если много не ездить. Вот, тут что-то поцарапано. Ну, это могли мы сейчас снимать, нет? Угу, Что подшипники зафиксированы вот там? Ага. болтами какими-то. Вон стопорное Штифтами. кольцо, штифты или что-то. Ну вот шлицишка какая-то. И чуть-чуть Ну, чердачной это он, пыли. да, это он лежал на чердаке без цилиндра, поэтому в нем собралось. Ну, кстати, вот номер неизвестный. А, НЗ-350. Вот что это. А, точно, я смотрел, что На Z. Д. Это немцы еще писали. Нолик чуть уже стертый. Так это что, получается, видно, на заводе это писали или... Не знаю. Я думаю, в запчастях писали. А может и на заводе. Ну, нагара я не вижу. А он не работал, он Угу. если бы работал, у него был бы нагар. Да. А Нагара так он нету. или разобранный был, или перебранный Ну, был. судя- но- Сложно сказать. Здесь, здесь может быть даже новый коленвал стоять, знаешь? Может. Может. Ну, по-моему, почистить. Да. Так, теперь мы его переворачиваем. Здесь может быть этот мотор был после ремонта. Так, как же ж нам теперь его... Так, дальше самый варварский метод. Ну, не метод, он единственный, в принципе, описан, но мне не очень нравится. Держишь за шатун и бьешь деревянным молотком по карте. Коленвал должен вылазить. Бей. Ну, вот так пишут инструкции. Ну, можно... вот Можно здесь попробовать его. выдавить. А это бить нельзя.
Попробуем варварский. О, не варварский, так по инструкции. Инструкцию ДКВ я не смотрел, что. Ай. Не, картер отпускаем. Что он не сильно сдвинулся. Нет, не сдвинулся он. Метод ежа здесь не проходит. Так, особо страждущим, вот показываем коленвал. Как мы вот его смотрели, считаем, что он новый. Потому что, вот видите, никаких следов работы подшипника. Все в консервации. И нигде нет нагара. На половинках. Вот. Здесь вот такой же сальник в железной обойме. Видите, никакого нагара. Вот. Здесь вот стоял подшипник Germany FAC 204. Вот. Решили шариковые подшипники все заменим. Ну, сальники, само собой. А вот эти роликовые оставим. Вот. Так что вот такая вот разборка первого мотора. Вот. Сейчас будем разбирать второй. И, кстати, видите, вот интересно. NZ 350. Видимо, в запчастях лежал, подписанный.